У нас Крис Р. Ингрим, штат Техас, США. Это собрание продлится 1,5 часа. Час спикерской и полчаса на вопросы. Если вы хотите задать вопрос спикеру, пожалуйста, напишите его в чате. Наш технический ведущий его получит и передаст спикеру. Спасибо. Пожалуйста, Крис, это твое время. Chris, you're on. You have an hour for the talk and about a half an hour for questions. So 1.5 hours altogether. The stage is yours. Thank you. My name is Chris Raymer. I'm a grateful recovered alcoholic from Ingram, Texas. Меня зовут Крис Реймер. Я благодарный выздоровевший алкоголик из города Инграма, штат Техас. I am delighted to be here. Я счастлив возможности быть здесь. One day I'm going to get to Russia. В один из дней я обязательно окажусь в России. There's some places in the world that I could care less if I ever go. Есть места, в которые мне совершенно не хочется ехать. Yeah, Russia ain't one of them. Но Россия не входит в этот список. But I've gotten a chance to do some talks there, and I know a lot of people there. Мне довелось спикерить там неоднократно, и я знаю некоторых людей в России. Before I get started, I want to mention I'm on a lake out here, and there's a boat making a lot of noise. So if you hear that, I'm hoping he drowns soon. Прежде чем начну, я бы хотел сказать вам, что у меня здесь рядом озеро, а на нем ездит лодка, от которой много шума, я надеюсь, что она скоро утонет. Так что, если вы слышите, не обращайте внимания. It's Texas, big boats and guns. I don't know. Техас, большие лодки, большие пушки, все как мы любим. Real quick, what I want to do in this hour is just share some of my experience. Я хотел бы за этот час поделиться с вами своим опытом. Mine may be different than yours. И у меня, возможно, он другой, нежели у вас. So if what you're doing is working for you, then don't listen to me. Так что если для вас работает то, что вы делаете, можете меня не слушать. I tell you, over the years, all I've tried to do, though, is become a better member of Alcoholics Anonymous. В течение всех этих лет я всего лишь пытаюсь быть как можно лучшим членом сообщества анонимные алкоголики. I try to have an open mind. Пытаюсь быть открытым для новых вещей. Ingram is right in the center of Texas. Инграм находится прямо в середине Техаса. Little bitty town. Маленький городок. But I started drinking near here and, continued to do it for 17 years. Я начал пить недалеко отсюда и продолжал делать это в течение 17 лет. I was a professional chef for 1 million years. В течение многих лет я был профессиональным поваром. But and that's where, we started drinking a lot. Как вы понимаете, мы пили много. Right after high school, I moved to the big city and continued working in the big hotels. После школы я переехал в большой город и работал в крупных отелях. And for a long time, alcohol worked well, folks. И в течение многих лет алкоголь прекрасно работал для меня, ребят. My twin brother and I we lived together in Houston. Мой брат и я, мы вместе жили в городе Хьюстон, штат Техас. Just a little quick of my story about early 80s. I got married and moved up near Dallas. Немножечко просто моя история. В ранних 80-х я женился и переехал жить возле города Даллас, штат Техас. By this time, alcohol had kind of stopped working. I was just miserable all the time. К этому времени, если честно, алкоголь вообще перестал работать, и я был в совершенно подавленном состоянии все время. I'm still working, but the depression's killing me. Я по-прежнему работал, но депрессия убивала меня. I got married, thinking that would help. Я женился, надеясь, что это как-то решит мою проблему. But one night, I had a big argument with my wife. Однажды вечером я переругался со своей женой. And I promised her that I would stop drinking.
И я пообещал ей, что я перестану бухать. And a week and a half later, I came home and I'd had a beer. Через 1,5 недели я вернулся домой и выпил пиво. And she was done. И все, тема была закончена. Guys, when I told her I was going to stop, I meant it. Поймите, пожалуйста, когда я говорил ей, что я перестану это делать, я имел это в виду. Я был честен. I didn't understand that I didn't have the power to manage that decision. Я не понимал, что у меня нет возможности руководить этим решением. I think it's important that I always say this. Lots of people want to get sober, but don't know how. Это очень важно, вот то, что я сейчас скажу. Поймите, что многие люди хотят протрезветь, но просто не знают как. She left, but I kept going to AA. Она ушла, я про жену сейчас, а я стал продолжать посещать анонимных алкоголиков. The nicest people in the world were in those rooms. Чудесные люди были в этих комнатах. But there wasn't a big book in the place. Но большой книги вы не нашли днем с огнем. We were just talking about your problems. Мы просто говорили о своих проблемах. And we need a place to talk about that. И да, нам нужно место, где мы можем побеседовать об этом. But if all we do is talk about that, we're going to struggle to stay sober. Но если это все, что мы будем делать, нам будет очень трудно оставаться трезвыми. I spent almost 7 years in and out of Alcoholics Anonymous. Я провел практически 7 лет, приходя и уходя из анонимных алкоголиков. Lots of meetings. Много собраний. But no steps and no sponsorship. Но никаких шагов и никакого спонсорства. I had some people that would tell me, don't worry about the steps, just come to meetings. Были люди, которые говорили мне, что ты не волнуйся про шаги, ты ходи на собрание. Yeah. Do they do 90 meetings in 90 days in Russia? Just nod your head if you've heard that. Да, вы ходите, у вас есть эта тема 90 собраний в 90 дней в России? Покивайте, пожалуйста, головой, если есть. Yeah, yeah. If I could click my finger and get rid of one thing in Alcoholics Anonymous, that would be it. Если бы я мог просто щелкнув пальцами избавиться от одной из вещей в анонимных алкоголиках, вот это была бы та самая вещь. Don't get me started. Даже начинай. And I'm going to talk more about that in a second. Я поговорю об этом чуть позже. In 1987, I tried to commit suicide. В 87-м я предпринял попытку самоубийства. I'm just miserable. Мне просто ужасно. I can stop drinking for short periods of time, a few weeks, but I get worse, not better. Я могу остановиться на пару недель, чтобы не пить, но мне становится хуже, а не лучше. Y'all's families that are not alcoholic don't understand that. Те в семье, кто не алкоголики, они этого не понимают. When I stop drinking, I get worse. Alcohol's the solution. Когда я перестаю пить, мне становится хуже. То есть алкоголь является моим решением. I'm working at a job I'm no good at. Я работаю на работе, которую я плохо делаю. I'm living in a town I don't want to be in. Я живу в городе, где мне не хочется быть. I got nobody in my. I'm alone. That's what I'm living alone with 2 ferrets. Я живу один с 2 попугаями, ни с кем не общаюсь. They stink. Они плохо пахнут. And I took a couple of bottles of pills and tried to die. Я принял несколько упаковок пилюль с мыслью о смерти. I ended up aborting that attempt. Say it again, I'm sorry. I ended up aborting that attempt. I stopped. I didn't come. Я остановил предпринятое мною соответствующим образом. Yeah, I heard a voice in my head that said, "Don't do this. Go back to AA." Мне какой-то голос внутри сказал: не делай этого, иди обратно в анонимный.
The next day I had to work late, so I couldn't go to my old meeting that I used to go to. И на следующий день я поздно работал и не смог пойти на то собрание, куда я обычно ходил. So I went to a meeting I'd never been to before, but somebody had told me about. И я пошел на собрание, о котором мне говорили раньше, но я там никогда не был. He said it was a big book meeting. Это было собрание по большой книге. I wasn't sure what that was, but it didn't sound good. Я не понимал, что это, но не звучало привлекательно. But I went in and tried to leave. Я пришел и решил, что пора уходить. And there was a little 18-year-old girl that got between me and the door and wouldn't let me go. Но одна 18-летняя девчушка, в полном смысле этого слова, стала между мной и дверью и не дала мне уйти. You don't have an idea who God's going to use to help you. Вы понятия не имеете, кого Бог использует для того, чтобы помочь вам. Yeah. I got to tell you real quick, the chairperson brought the topic. Я должен сразу сказать, что, значит, ведущий назначил тему. Basically, it was about how our lives had changed as a result of working the steps. И тема была, как наши жизни поменялись в связи с тем, что мы работали по шагам. Yeah. Ordinarily, when you got a newcomer come back, we talk about how we got here. Ну, обычно вы знаете, как принято, когда новичок приходит, все начинают рассказывать о том, как мы сюда попали. Those meetings drive me crazy. Это меня сводит с ума. Yeah, because like we're going to scare a newcomer into recovery. No. Как будто мы сможем испугать новичка в то, чтобы он кинулся прямо вот выздоравливать. Нет. Those folks talked about getting a new car and going back to school and having families. Эти люди говорили о том, что они купили новую машину, о том, что они пошли обратно в школу, вернулись в семью. Yeah. I'm not knocking your story. Friday night from the podium is a good place to share your story. И я вовсе не говорю, что ваша история, ваш рассказ о себе ничего не стоит. Например, с подиума этим следует поделиться. In a 12-step call, when you're working with a little wet newcomer, tell your story. И когда вы идете на 12-й шаг и работаете с еще пьющим алкашом, расскажите вашу историю. But if we've already got the little guy in a meeting, let's start slinging some hope. Just saying. Но если мы уже привели вот этого бедолагу к нам, да, давайте расскажем ему о том, какие здесь могут быть надежды. Those old guys stopped me that night and qualified me after the meeting. They showed me in the book where it describes the symptoms of alcoholism. И старички в этой группе остановили меня после группы, и они идентифицировали меня. Они показали мне в большой книге описание того, что собой представляет алкоголик. For the first time that night, I understood what was wrong with me. И впервые вот в этот вечер я понял, что со мной не так. I drove home and I'm crying because I finally knew that I didn't have all these psychiatric disorders. I had untreated alcoholism. Я ехал домой и плакал, потому что я наконец-то понял, что нет у меня никаких психических отклонений. У меня просто неизлеченный алкоголизм. The next morning, they started me working the steps. На следующее утро мы начали работать по шагам. That afternoon, I'm working on a 4-step. Ко второй половине дня я уже писал свой 4-й шаг. Yeah. 2 weeks in, I'm sitting on the tailgate of my pickup truck. Через 2 недели я сижу на откидной части своего грузовичка. And it dawns on me that the obsession's lifted. I don't want to drink. I'm done. И вдруг я осознаю, что у меня нет никакого желания пить. Это куда-то исчезло. Все, кончено. That was 33 years ago. Это было 33 года тому назад. I still drive a pickup. Everybody in Texas drives a pickup. Я по-прежнему езжу на грузовичке. Все тут ездят на грузовичках. The trick was for me is to work the steps at a quick pace. А задача моей была работать по шагам как можно быстрее. So
I want to talk a little bit about sponsorship. Поэтому я поговорю немножко о спонсорстве. There's a lot of hard drinkers in Alcoholics Anonymous. В анонимных алкоголиках очень много сильно пьющего народа. That means they're not alcoholic. Чтобы вы поняли, это означает, что они не я их категоризирую как не алкоголиков. That means they don't need to work the steps. Им нет необходимости работать по шагам. They don't need a spiritual experience. Им не нужен духовный опыт. All they need to do is go to a lot of meetings. Все, что им надо, это ходить на много собраний. And there's nothing wrong with that. И нет ничего в этом страшного. Unless they're trying to work with a real alcoholic. Разве что они пытаются работать с настоящим алкоголиком. Yeah. Вот тогда это опасно. Gregory, can you see this? Я Do they have that in Russian? взгляд, show it again. A member's eye view of Okay. Alcoholics Anonymous. Взгляд члена сообщества на сообщество анонимные алкоголики. Брошюра. Надо будет посмотреть, как она по-русски называется. I don't know if they have it in Russian. I'm pretty sure they do, but it's probably strangely translated. It was written from a series of talks that this guy did in 1968. Эта брошюра составлена из нескольких спикерских, которые один человек сделал в 1968 году. It's terrific. Потрясающая брошюра. But it talks about the danger of trying to stay sober just going to meetings. Это говорит об опасности попытки оставаться трезвым, просто посещая собрания. Yeah. That circle triangle that we have or used to have in our book. Этот вот круг и треугольник, который раньше был у нас в книге. Talks about recovery, 12 steps, unity, meetings, and service, which is, yeah. Говорит о, вы знаете, треугольники, у нас есть выздоровление, да, это 12 шагов, у нас есть наше единство, это, кстати, собрание, и, разумеется, там есть служение. The old guys, when I got sober, they got me so involved in service work, and it turned into sponsorship. Вот те старички, которые показали мне путь, они сразу меня запустили в служение, которое, в общем-то, в основном превратилось в спонсорство. But I mean, there's lots of ways to be of service. Есть масса способов быть в служении. Bill Wilson, I've got these little stickers. У меня есть такие маленькие наклеечки. In As Bill Sees It, the little book on page 152. Как это видит Билл на странице 152. There's an excerpt from a letter that Bill Wilson wrote in 1942. Есть кусочек из письма, которое Билл написал в 1942 году. Our chief responsibility to the newcomer Наша основная ответственность перед новичком is an adequate presentation of the program. Адекватная презентация программы. We have a big sign in our AA club that says that. У нас в моем клубе, куда я хожу в анонимных, висит огромный постер на стене, на котором вот сказано именно это. Because I think a lot of people forget that. Потому что многие люди забывают об этом. For 7 years in Alcoholics Anonymous, listen, those people loved me, but they never showed me an adequate presentation of the program. В течение 7 лет вот те люди, к которым я изначально ходил, они любили меня, но они никогда не дали мне вот эту адекватную презентацию программы. Keep coming back is not an adequate presentation of the program. Приходи еще не является адекватной презентацией программы. Oh man, I know. I made some of y'all mad there. I'm not saying don't say it. Я, похоже, разозлил некоторых из вас. Я не говорю вам, что этого не надо говорить. But follow it up with something. Ну, пожалуйста, пусть за этим следует еще что-то. I gotta show you something. Мне надо показать вам кое-что. In the United States, most big cities have an intergroup association.
А в основном в больших городах имеется так называемая интергруппа, where they sell books and chips, tokens. А там продаются, как вы знаете, книги, там продаются медальки, ну, вся наша мишура. So we monitored those for years. И мы отслеживали это в течение многих лет. These are from, these happen to be from Houston Intergroup. Вот вам из Хьюстонской интергруппы. Город Хьюстон, большой город в Техасе. This is in 2019 before COVID. Это в 2019 до ковида. And let me tell you, this is not scientific. Пожалуйста, поймите, здесь ничего такого особо научного-то нет. There are lots of places to buy chips besides Intergroup. Можно много где купить те же самые медальки, кроме интергруппы. They sold 16,207 Desire chips that year. Они в этот год продали 16 207, по-моему, он сказал, этих самых медалей 24 часа, которые. Yeah, little token to hang on to. They sold in 1 month chips 6,751. 6521 они продали, та, которая 1 месяц. That number between Desire chip and 1 month dropped 9,456. Вы понимаете, что там разница 9, почти 9,5 тысяч, 9420 с хвостом. 1 month chips, 1,448. That's 1 month, did you say? Or 2 months? 1 year chips. I'm sorry, 1 year chips. Okay. А те, которые одногодные, вот, на 1 год, их продали 1000 с хвостом. That's less than 9%. In 1955, when the Big Book went into its 2nd edition, в 1955 году, когда вышло второе издание большой книги, we had a 75% success rate in the United States. У нас был где-то 75% уровень выздоровления, успеха в анонимных алкоголиках. And now we've got less than 10%. А сейчас меньше 10, ребята. That's terrible. Это ужасно. We've gotten away from our understanding our primary purpose. Мы реально отодвинулись в сторону от понимания нашей основной задачи. Bill Wilson wrote in 1958. В 1958 году Билл Уилсон написал следующее. Sobriety, freedom from alcohol, through the teaching and practice of the 12 steps, is the sole purpose of AA. Трезвость, это, как это видит Билл, страница 69, по-моему. Трезвость, обучение практики 12 шагов является основной целью группы. Единственной, извиняюсь, поправочкой, единственной целью группы. Yeah. Any of this stuff I read, I'll put my email on that chat, and you can email me, and I can send it to you. Yeah. Я заброшу свой email в чат, и если кому-то заинтересует некоторые вещи, которые я зачитываю, буду рад переслать вам их. Bill Wilson in 1961, that was 10 years before he died. В 1961 году Билл Уилсон написал следующее. Это было за 10 лет до его смерти. Wrote this article for the Grapevine. Он написал статью для журнала Grapevine, called The Dilemma of No Faith, которая называлась «Дилемма отсутствия веры». One little quote. Though 300,000 did recover in the last 25 years, несмотря на то, что 300 тысяч выздоровели за последние 25 лет, maybe 500,000 more have walked into our midst and then out again. Почти 500,000 приходили
побыли среди нас и ушли. Yet we can't well content ourselves with the view that all of these recovery failures were entirely the fault of the newcomer. Но мы не можем успокаивать себя тем, что все вот эти вот уходы являются на самом деле виной новичков. Perhaps a great many didn't receive the kind and amount of sponsorship they so sorely needed. Пожалуй, очень многие из них не получили тот уровень спонсорства, который им был столь нужен. We didn't communicate when we might have done so, so we AAs failed them. Мы не передали и не объяснили им то, что могли. Таким образом, мы подвели их. Nowhere in the big book does it spend time talking about sponsorship as a word, but it talks about it as an action over and over. Нигде в большой книге не говорится о спонсорстве вот с использованием непосредственного слова. Но говорится о нем в большой книге практически все время, снова и снова и снова и снова. On Bill Wilson's last trip to treatment, this was his 4th time. Когда последний раз Билл Уилсон пошел выздоравливать от своего пьянства, это был уже 4-й, кстати, раз, at Towns Hospital, в госпитале Таунса, this little friend of his named Abby Thatcher helped him get well, came to the hospital to visit him. Его дружок, которого звали Эбби Тэтчер, вы слышали это имя, приходил к нему, и он помог ему выздороветь. Abby had learned some spiritual principles that had helped him get sober. Потому что Эбби выучил определенные духовные принципы, которые помогли ему выздороветь. So on his 3rd day in treatment, Abby starts doing the work with him, starts talking to him about prayer and meditation and about helping others. Уже на 3-й день, когда Билл Уилсон находился в госпитале, Эбби начал беседовать с ним о выздоровлении, начал беседовать с ним о духовных принципах, начал беседовать с ним о том, чтобы нести весть. On his 9th day in Towns Hospital, Bill Wilson is making amends from the hospital, writing letters from the hospital. Вдумайтесь, на 9-й день, находясь в госпитале, Билл Уилсон уже возмещает ущерб, он пишет письма людям, которым он нанес его. That's when he had his spiritual experience. И вот тогда-то он и обрел свое духовное пробуждение. He didn't have a spiritual experience and then did the work. Это не произошло, что у него было сначала духовное пробуждение, а потом уже он работал по шагам. He was doing the work and then he had his spiritual experience. Сначала он работал по шагам, а потом произошел духовный опыт. Never to drink again. И он никогда больше после этого не пил. I mean, and he writes lots about that. И он много-много пишет об этом. The folks in Ohio, Cleveland area had twice as many people getting sober. That's where Dr. Bob was, around sponsorship. И на основе спонсорства в таких городах, как, например, Кливленд, штат Ohio, это недалеко от того места, где доктор Боб жил, да? Выздоравливали почти в 2 раза больше, чем в других местах. Yeah. 6 months sober, Bill Wilson ends up in Akron with a business deal that went bad. Думайте, 6 месяцев трезвости, и Билл Уилсон оказывается в городе Акрон по бизнесу, который проваливается. This story is in the foreword to the 2nd edition. Вы знаете, да, что эта история, она находится в предисловии ко 2-му изданию. He's just crumbling. He didn't have enough money to pay his hotel bill, and he's thinking about maybe possibly taking a drink. You know, he's scared to death. Он фактически развалится, он в кусках, он не знает, как он будет оплачивать свой отель. И у него появляется мысль о том, чтобы выпить. He says, I needed another alcoholic as much as that alcoholic could possibly need me. И он понял, что ему нужен другой алкоголик, точно так же, как он нужен этому алкоголику. He didn't say, I need a meeting. He said, I need to find a drunk to work with. Он не сказал, мне нужно собрание.
Он сказал, мне нужен алкоголик, с которым я смогу работать. God was all over that. И Богу это очень понравилось. If y'all ever get a chance to go to Akron, Если у вас когда-нибудь будет возможность заехать в Акрон, you can go up in the Mayflower Hotel up in that second floor in the lobby where Bill Wilson saw the marquee and started calling people that might know of somebody he could work with. вы можете зайти в Mayflower отель, и там на втором этаже есть вот это самое место, из которого Билл Уилсон звонил для того, чтобы найти этого алкоголика. I get to talk at Founders Day this year, and I'm going to get a chance to go see it again. Я буду спикерить на день создания анонимных и буду иметь возможность снова посмотреть на это место. I challenge any of you to do it and not cry. Я вот реально предлагаю вам, идите, съездите и скажите мне, что вы смогли не плакать. Ended up with Henrietta Seiberling. Он коннектается с Генриеттой Сайберлинг. Henrietta knew about Dr. Bob. А Генриетта, в свою очередь, знала про доктора Боба. And set up the appointment so Bill could talk to him. И она позаботилась о том, чтобы свести их для беседы. This was going to, Dr. Bob met with him. Доктор Боб с ним встретился. Said he was going to meet 15 minutes and that was all. Он сказал, что дам ему 15 минут и все. Over 5 hours later, they're still talking. После 5 часов они по-прежнему беседуют. Y'all remember how that was? The first person you sat and talked to that actually understood what you were going through? Вы помните, как это было, когда вы впервые сели с человеком, который понял, о чем вы говорите? Yeah. Bill Wilson said, there's a great little line that Bill Wilson wrote. He says, and something passed between us. И Билл Уилсон написал такое, что что-то произошло между нами двумя. It's beautiful. Yes. One alcoholic talking to another alcoholic. Да, вот один алкоголик, беседующий с другим алкоголиком. Sharing the hope. Делился с ним надеждой. A few days later, they went and found alcoholic number 3. Через несколько дней они пошли и нашли третьего алкоголика. Yeah. And number 4 and number 5. I mean, а потом пошло 4-й, 5-й, ну, и, как вы понимаете, так далее. In 1939, they actually published the big book of Alcoholics Anonymous. В 1939-м они наконец-то опубликовали большую книгу. Which allowed a lot of people to start hearing what the message really was. Там люди наконец смогли увидеть, каким действительно является наша весть. Какой она. Again, I can send you links to all the history sites that talk specifically about what we're talking about. This idea of one alcoholic helping another alcoholic is the foundation stone of our program. Я могу прислать вам кучу исторических сайтов, и везде на них вы обнаружите, что речь все время ведется о том, что один алкоголик беседует с другим алкоголиком. Это является основанием всего того, что мы делаем. There was a study in the early 2000s. В ранних 2000-х была одна, изучали эту тему. Very select, controlled group of addicts that they worked with. Группа людей, с которыми работали, была, так сказать, контролируема. Они в обозримом помещении все находились. They looked at the results of having a sponsor versus being a sponsor. Они посмотрели на результаты того, как это быть спонсируемым или быть спонсором. Both important, but the ones that were sponsoring way outweighed in the sobriety. They stayed sober more than anybody else. И то, и другое очень важно. Но те, кто спонсировали, среди них оказалось гораздо больше трезвого народу и гораздо более твердой трезвости, чем среди другого контингента. Which is what Bill Wilson knew all along. It's working with you that I get to stay sober. Билл Уилсон знал это с самого начала, потому что когда я работаю с вами, я остаюсь трезвым.
But it makes me crazy when I listen to people in meetings, though, tell the newcomer that they're not sober long enough to help anybody. Но меня, честно, вот сводит с ума, когда кто-то из людей на собрании говорит новичку или какому-то свежему человеку, что он еще слишком, у него слишком мало ответственности, чтобы помогать кому-то еще. Abby Thatcher was a few weeks sober when he went and found Bill Wilson, saved his life. У Эбби Тэтчера было всего несколько недель, когда он нашел Билла Уилсона и, в принципе, спас ему жизнь. Yeah, nobody in the early days of Alcoholics Anonymous, folks, took longer than a few days to work the steps. Никто из ранних алкоголиков, да, вот из первых членов сообщества, ни у кого не заняло больше нескольких дней, чтобы пройти по шагам. Yeah, and with all due respect from Texas, let me say, if you're telling someone to take a year to work the steps, you need to quit that. И, пожалуйста, поймите, вот сейчас весть вам из Техаса, да, если вы кому-то рассказываете о том, что у человека должно занять год, чтобы проработать по шагам, пожалуйста, прекратите говорить это. Yeah, it took me years to finally make financial amends, but I started a week sober. У меня заняло годы, чтобы полностью возместить весь финансовый ущерб, который я нанес. Но начал я буквально через несколько недель. There was a guy named Larry Jewell up in Cleveland. Был такой чел, звали его Ларри Джул, он из Кливленда. Sorry. Back in 1940, it was a year after the Big Book got published. Это 1940 год, через год после того, как опубликовали большую книгу. His health was real compromised, and the doctor said he had to get out of the cold. Его состояние было, не самое лучшее физически, и доктор посоветовал ему поменять климат. He had the opportunity to come to Texas, to Houston, Texas. He was a newspaper man. И у него появилась возможность переехать в Техас, который гораздо теплее. А он был человеком, который работал для газетчиков. So the guys in AA took up a collection and got him a train ticket to Houston. И ребята в анонимных собрали ему деньги и купили ему билет на поезд, который привез его в Хьюстон. And they gave him a big book. Дали ему большую книгу. He'd never been to a meeting. Он до этого никогда не был на собрании. But he read the book on the way to Houston. Он прочитал книгу по дороге в Хьюстон. When he got to Houston, he started writing some articles for the newspaper about Alcoholics Anonymous. Когда он приехал в Хьюстон, он пошел работать в газету и стал писать там статьи об анонимных алкоголиках. Some of AA's first pamphlets were written by Larry Jewell. Одни из первых памфлетов от наших брошюр были написаны человеком по имени Ларри Джул. But all the meetings in Texas started from this one little guy trying to help other alcoholics. И все собрания, как таковые, в Техасе начались именно благодаря вот этому маленькому человечку, который все это, так сказать, замутил. I mean, we don't have any idea how God's going to use us if we will put ourselves in that position of willingness. Ребят, мы понятия не имеем, как нас Бог использует, если мы поставим себя в позицию готовности. Amazing. Удивительно. I was lucky when I got sober that those old timers didn't spend a lot of time telling me what I couldn't do. Мне реально повезло, потому что старички, которые работали со мной, они не тратили время на то, чтобы рассказывать мне, что мне нельзя делать. Yeah. They explained our primary purpose, which was our job is to help that newcomer understand what the program is about. Они объяснили мне нашу основную задачу. То есть, наша задача донести до новичка, о чем именно программа анонимных алкоголиков. They got me really busy, folks. And I got busy in sponsorship and service work. Я был очень занят с самого начала и спонсорством, и служением в разных структурах. Alone in my own head, I'm just like Bill Wilson in the Mayflower Hotel. I'm not well. Понимаете, когда я оставлен один на один со своей головой, я становлюсь похож на Билла Уилсона, когда он был вот в этом отеле. Я в опасной зоне.
But when I can start thinking about somebody else, everything changes. Но как только я начинаю думать о ком-то другом, все меняется. It's amazing, guys. It's the stuff that we got through that makes us so valuable to helping that little newcomer. Это совершенно удивительно. Поймите, что все то, что с нами случилось, становится безумно полезным именно в помощи вот этому новичку. There are lots of well-meaning doctors and therapists and counselors that help us a lot. Есть очень много разных докторов, консультантов, врачей, психологов, которые реально полезны и помогают, чем могут. I've worked in the treatment business for 28 years. I do clerical work. Я работаю как раз, кстати, в сфере выздоровления от зависимости. Я работаю так сказать, работаю с бумагами. We take our patients to meetings several times a week. Мы отвозим наших пациентов несколько раз в неделю на разные собрания. I wish I had a nickel for every time one of them said, you know what finally clicked for me? It was that guy in that AA meeting. Я бы очень хотел, чтобы мне давали по 5 центов каждый раз, когда я слышал, ты знаешь, ты не поверишь, что вдруг сработало для меня, когда я услышал вот этого человека на собрании. I said, what, you mean that crazy little guy with all the tattoos and the piercings and that guy? Я говорю, что ты подожди, ты про кого? Про вот этого, который весь зататуированный, весь проколотый. Ты про этого чего? It's pretty cool. Это обалденно. The question always gets asked, how do you find a sponsor? Часто задается вопрос, а как найти спонсора? So, again, go to a meeting. Ну, разумеется, идите на собрание. Listen for someone that sounds like they know what they're talking about. Слушайте тех, кто звучит так, как будто они понимают вообще, в чем тема-то. Not somebody just spouting one-liners. Не кого-то, кто там одними лозунгами кидается. And then walk up to them and ask them, this is scary. Ask them, have you had a spiritual experience as a result of working the steps? А потом подойдите к ним и задайте такой вопрос. Понимаю, что будет страшновато, но задайте его. А у тебя было духовное пробуждение, потому что ты проработал по шагам? Oh, they'll do one of two things. Произойдет одно из двух. They'll back up from you like that. Они либо отодвинутся, прям шарахнутся от вас, Or they'll grab you and give you a big hug. или они просто вас схватят в охапку и обнимут вас. Yeah. I hope you get the hug. Я очень надеюсь, что вас обнимут. Guys, I want somebody excited about their life. I'll say this real quick. Я хочу кого-то, кто просто в восторге от своей жизни. Вот я вам сейчас кое-что быстро скажу. If you go to a meeting, you go in, maybe it's the first time in, and there's nobody laughing in there, leave. Вы придете на собрание вот впервые, да? И вы не слышите там смеха, я вам советую, уходите. God, I mean, people, they walk into a room, there's a bunch of grumpy old bastards sitting over there smoking in the corner, just miserable. I don't want that. Понимаете, представьте себе, приходите вот в комнату, а там сидит кучка каких-то гнилых кренделей, все такие унылые, сидят в углу, там курят. Мне-то это зачем? I go to some Zoom meetings. You can't get a word in edgewise. There's just so much. Go early, and you just talking, and everybody's laughing. Go to some young people's meetings. Oh my God, they're the best. Я хожу на зумовские митинги, там слово даже не вставить, там приходят раньше, беседуют друг с другом, там ржака. Сходите на группы молодых, тоже потрясающая энергия. Yeah, I'm not worried about the length of sobriety. Everybody thinks that the old guy with 50 years would be the best sponsor. Я не особо парюсь по поводу длительности трезвости. Не обязательно, чтобы человек с 50 годами трезвости был самым лучшим спонсором. Not necessarily so. Не всегда так. I'd rather be sponsored by a guy that's 6 months sober and excited about recovery. Я предпочту, чтобы у меня был спонсор, у которого 6 месяцев трезвости,
но он в восторге от своего выздоровления. than somebody 30 years that just seems unhappy all the time. Чем кто-то, у кого, скажем, 30 лет, но он постоянно унылый, ему не нравится его жизнь. If they're walking around with a big book, it's probably a pretty good indication they're okay. Если они ходят, и у них в руках большая книга, скорее всего, этот человек заслуживает внимания. Yeah. I mentioned here real quick, and anytime I do workshops, this makes some people crazy. Я вот сейчас скажу кое-что, и каждый раз, когда я вот провожу семинары и упоминаю об этом, некоторых людей это просто заводит. As a general rule, I think it's best for men to sponsor men and women to sponsor women. Как правило, лучше всего, чтобы мужчины спонсировали мужчин, а женщины – женщин. I know there's great exceptions. Я понимаю, что есть исключения. But I have seen hundreds of disasters. Но я видел огромное количество вещей, которые просто были разрушительными в этом плане. Besides, I never knew a woman that couldn't pull the wool over my eyes, ever. Я, честно вам скажу, я никогда не встретил женщину, которая не может меня охмурить. All she's got to do is start crying, and I'm done. Oh, okay, don't worry about it. I'll do your 4-step for you. Потому что все, что ей нужно сделать, начать плакать, и в этом случае я сразу, ой, ты только не плачь, я сам напишу твой 4-й шаг. I think it's perfectly okay to the other side of this to fire a sponsor if things are not working out. Это абсолютно нормально расстаться со спонсором, если, это не работает. This seems to be particularly harder for some women. И обычно, я обратил внимание, это несколько тяжелее для женщин. This, I don't want to fire her because we've become good friends. And that's what happens in sponsorship a lot of times. Я не хочу с ней расставаться, как со спонсором, потому что мы стали очень хорошими друзьями, что в свою очередь, кстати, часто случается. But if you're not growing spiritually, но если вы духовно не продолжаете расти, or perhaps they don't have the time anymore to mess with you, возможно, у них просто нет времени с вами заниматься. You might need to go look for someone else. Возможно, вам надо пойти и найти кого-то другого. I just think it's important to have a sponsor that you're using. Я считаю, что очень важно иметь спонсора, которого вы используете. Yeah. When my old sponsor Mark passed away, I got another guy in our sponsorship lineage, a guy named Gary B in Indianapolis. Some of y'all know him. He's a something else. Когда умер Марк Хьюстон, they know Mark very well. Yeah. Number of things have been translated. Когда умер Марк Хьюстон, который был моим первым спонсором, я себе взял спонсора, человека, которого вы тоже, возможно, слышали, Гэри Браун из города Индианаполиса. Yeah. And understand their job is to hold us accountable, just to kind of keep us on the path. Их задача, на самом деле. Yeah. I'm lucky that we have an AA group that we read the book. So we're not having to do that in sponsorship. We're there to make sure that the newcomer works the steps. Вот смотрите, это очень важная вещь. Вот у нас группа, та группа, которую я посещаю, мы работаем по большой книге. Поэтому, например, у меня нет необходимости сидеть и читать большую книгу с моим спонсором. Но очень важно, чтобы я был подотчетен моему спонсору. Yeah. Like I said again, nowhere in the history, if you look at any of those websites I can send, nowhere in there does it talk about taking your time to work the steps. Please, there's a sense of urgency to finish. Я могу, как я уже сказал, прислать вам кучу ссылок, но нигде, абсолютно нигде вы не найдете, что сказано, что не торопитесь с работой по шагам. Везде, наоборот, указывается срочность, необходимость сделать это как можно быстрее. Yeah. Yeah. One of the things I want to make clear, though, often with a newcomer, there's this thing called spiritual warfare.
Я хочу еще один очень важный аспект упомянуть. Вот часто с новичком происходит то, что я бы назвал духовными военными действиями. Mark used to talk a lot about it. Марк очень часто говорил об этом. It's that little voice up in my head that tells me I'm not good enough. Это голос, который начинает мне говорить о том, что я недостаточно хорошо делаю свое дело. I'm not sober long enough. Я трезвый недостаточно долго. Yeah. I couldn't possibly help anybody else. I can't even help myself. Я, скорее всего, не смогу никому помочь. Я себе-то помочь не могу. Yeah, that's right. You can't. That's why we need the spiritual experience. Но вы можете. Вот почему. А вот откуда происходит духовное пробуждение. But we've recovered. The book says, and there's a great little line, we have recovered and been given the power to help others. Мы выздоровели. Вот нам сказано, что мы выздоровели, и нам дана сила помогать другим. That warfare is in our head, and then if we've got some well-meaning old-timer telling us that we can't help, then we're going to listen to that. And it's like, this is one of the reasons on those statistics that we have so many failures. Понимаете, вот один из аспектов опасности вот этой вот войны в голове. Какого-нибудь старичка послушаешь, который тебе скажет, что ты не потянешь. И все. Именно поэтому вот оттуда, например, проистекает та унылая статистика, о которой я вам упомянул ранее. Yeah. My first sponsor, Don, in North Texas, when I first got sober, had me doing service work the first week I'm in there. Мой спонсор, который умер в Техасе, мой самый первый спонсор, я начал заниматься, я начал служить уже с первой недели того момента, как я пришел в анонимные алкоголики. 3 weeks in, after that suicide attempt, they told me they were going to nominate me for chairman of the cleanup committee. Через 3 недели после того, как я предпринял вот эту вот неудачную попытку суицида, да, было принято решение назначить меня председателем комитета по уборке. I'm 35 and don't want to be on anybody's cleanup committee, much less the chairman. Я в тот момент, мне 35 лет, я вам честно скажу, у меня не было никакого желания заниматься какой-то там уборкой, а уж тем более быть, так сказать, председателем этого комитета. But they calf roped me and made me go to my first group conference. Но меня повязали, что называется, и затащили меня на первое групповое сознание. Where the bastards unanimously nominated me as chairman of the cleanup committee. И они единогласно, сволочи такие, назначили меня именно вот на эту позицию. After the meeting, I went up to this old guy, and one of the guys that qualified me. После собрания я подошел к одному из стариков, это тот, кто помог мне идентифицироваться как алкоголик. I asked him for a list of the other committee members so I could organize a rotation, a cleaning rotation. Я попросил у него дать мне список тех людей, которые еще состоят в этом комитете, чтобы, я мог определить ротацию по уборке. He spit coffee clear across the kitchen. He said, "There's no committee. You're the cleanup guy. Here's the keys." У него аж кофе вылетело изо рта. Он сказал, нету никакого комитета. Ты уборщик. Вот тебе ключи. I was mad. Я злой был. I thought I was going to get a little office in the club or something like that, Я думал, у меня в клубе будет такой маленький офис. I stayed gone for 2 days. 2 дня я не приходил туда. I was going to punish them. Я решил их наказать. And then I got off early one day about 1 o'clock and went in that club and locked myself in. И однажды я освободился с работы пораньше, приехал в клуб и закрыл себя. And I cleaned that clubhouse like you wouldn't believe. Я прибрался там, как вы себе даже представить не можете. All those nasty coffee pots. Я вычистил все вот эти вот кофейники.
in those AA bathrooms. What's up with that? But no. Вот эти туалеты, вообще, что это? Вот эевские туалеты, вы их видели? Maybe the bathrooms in Russia are clean. I don't know. Может быть, туалеты в России чистые, я не знаю, не берусь. But I know how to clean. Но я уверяю вас, я знаю, как наводить порядок. Meeting starts in 30 minutes. I got a pot of coffee made, and I'm sitting just by myself in that club. И вот я сижу в этом чистом клубе, я уже подготовил кофе, и через 30 минут начинается собрание. И вот я сижу там один. Soaking wet. I'm sweating. Я просто вспотел, я весь мокрый. And I hear the matriarch of the group walk in. She's like old, she's like 140 years old. И я слышу, как на собрание входит наша, так сказать, матриарх. Ей там, по-моему, вообще под 140 лет, она старушка. Она, значит, входит. I hear her slipping in that kitchen and she's squealing. Я слышу, как она аж повизгивает на кухне там. She looked around that door and she says, did you clean this place? Она посмотрела из-за двери на меня и говорит, это ты убрался тут? Yes, ma'am. Так. And she walked around behind me and she got her little bony arm around my neck and gave me a little back hug right there. Just a little tight. She said, boy, we need you. Она подошла, обняла меня своей костлявой ручоночкой такой вот, просто вот прижала к себе и говорит, мы нуждаемся в тебе. I want to cry every time I tell that story. Я вам честно скажу, у меня слезы наворачиваются на глаза каждый раз, когда я об этом вспоминаю. I'm not even a month away from a suicide attempt. У меня еще месяца не было на тот момент вот с того, с предпринятой мною попытки суицида. I didn't attempt that because I was drinking. I attempted it because I felt so useless. I mentioned before. Поймите, пожалуйста, еще раз, вот я предпринял самоубийство не потому, что я бухал, я предпринял его, потому что мне казалось, что я абсолютно бесполезен. Yeah. This is the whole point of this talk, folks. It changed my life because I finally understood, even in my brokenness, I can help someone else. Вот это-то и есть суть того, что я вам здесь рассказываю. Потому что вот в тот момент мое понимание того, для чего я здесь, изменилось. Понимаете? Даже вот в том разбитом состоянии, с вот этой вот ужасной историей за моей спиной, я могу быть кому-то полезен. Book talks about each of us in our own way. Folks, we're not all going to do this the same way, but the big book will give us a guide. Большая книга говорит, каждый из нас по-своему. То есть мы не будем это делать одинаково, но большая книга дает нам направление, в котором нам следует двигаться. Yeah. Some of you are really intellectual. Некоторые из вас большие интеллектуалы. There are people that need to talk to you. Некоторым надо поговорить с вами. There's some of you that are really gentle. Некоторые из вас очень нежные. There's people that need that. А другим людям нужно именно это. Some of you people are in your face. Некоторые из вас жесткие. There are people that need that. Есть те, кому это нужно. Just show up. Пожалуйста, приходите. We got too many people standing on the side of the trench, telling the two little guys in the trench how to do their job. У нас слишком много народу стоит вокруг вот этого рва, где находятся двое, которые, можно сказать, копают. И эти все стоящие вокруг рассказывают тем, которые копают, как они могут свою работу делать лучше. We need you in the trench. Нам помощь нужна в яме. And I know a bunch of you are. Я знаю, что очень многие из вас уже там. I'm going to end with this quote from William James, folks. William James was a great author, one of Bill Wilson's favorites.
Я закончить хочу одной цитатой из Уильяма Джеймса. Это был один из очень крупных авторов и один из любимых авторов Билла Уилсона. Act as if what you do makes a difference. Why? Because it does. Ведите себя таким образом, как будто то, что вы делаете, имеет значение. Почему? Да потому что оно имеет значение. Thank you so much. Спасибо вам огромное. Спасибо, Крис. Спасибо большое. Друзья, у нас есть еще время. Я думаю, можно задать вопрос, если Крис не против. И у нас есть один вопрос, который я вижу. That's okay. We'll throw a question or two your way. They already have one ready. Давай. Албена, Болгария, благодарит за все и задает такой вопрос, как идти по шагам, если новичок срывается раз в 2 месяца. Переждать, чтобы протрезвел, возвращается при каждом срыве на первый шаг или двигаться вперед независимо от срыва. Такой вопрос. Question from Bulgaria, of all places, okay? And the young lady is asking how to work with a guy, with a sponsee that pretty much slips every 2 months, then comes back. And what are you to do with the one like that? Should you go ahead and take him or her, for that matter, back to the first step, or should you go ahead and proceed with steps? I mean, because perpetual relapser. The biggest mistake we make in Alcoholics Anonymous is assuming that the newcomer knows what it is to be an alcoholic. Одна из самых больших ошибок, которые мы совершаем в анонимных алкоголиках, мы предполагаем, что тот, кто только что пришел, новичок, понимает, что такое быть алкоголиком. If we can make sure they understand the symptoms, the physical craving and the mental obsession, they'll have a better chance of staying sober. Если мы реально позаботимся о том, чтобы у них было понимание относительно тяги и относительно одержимости, то у них есть гораздо более высокий шанс остаться трезвыми. With a lot of these relapsers, we find that they're putting stuff in their system that triggers the craving. It might be medications, it might be food that has alcohol in it. It doesn't matter, it'll trigger the craving and they'll be off to the stupid races. Most alcoholics relapse around drugs. Очень многие алкоголики срываются на разного рода наркотиках или медицине. И подобного рода вещи могут послужить триггером, и в таком случае у человека появляется тяга. Возможно, человек что-то в еде имеет консистенцию алкоголя. Возможно, человек принимает какие-то лекарства, которые вызывают у него желание выпить. Но вот за такими вещами следует проследить. It's like a stopwatch. If I stop drinking, then the window's open for a bit, and then it closes. Это, знаете, у этого есть как временной фактор, да, вот как секундомер. Когда я перестаю пить, приоткрывается дверь, но спустя какое-то время эта дверь закроется. Biggest mistake we make is going too slow. So I would say, let's get them through the work as quick as possible. Even if they're having trouble staying sober, get them on through the work and they may stay sober. И одна из самых больших вещей, это потому что мы двигаемся по шагам достаточно медленно. Постарайтесь двинуть их через шаги как можно быстрее. И давайте посмотрим, скорее всего, они останутся трезвыми, даже если они средники. I had a local guy that said, telling one of the guys I worked with, he says, you stay sober 90 days and then maybe we'll work the steps together. It's like, man, if I could stay sober 90 days without working the steps, I wouldn't be here. Это знаете, как мне довелось слышать такую вещь, как человек говорит другому, ну ты 90 дней пробудь трезвым, а потом мы начнем работать по шагам. Он говорит, блин, если бы я мог оставаться 90 дней трезвым, мне нахрен шаги бы были не нужны. Just a clarification. What do you normally do in a case scenario like this? Do you get back to the first step,
talking about that, or do you just take it like, let's say, let's go into the inventory process or whatever? If I think they're vague in any way about the first step, I'll go back over it with them. Если у меня есть чувство, что у него или у нее есть какой-то аспект непонимания вот именно сути одержимости и тяги, то я вернусь к, так сказать, мы пройдем еще раз эту информацию. В противном случае я двигаю вперед. But that takes 30 minutes, Gregory. That takes a short period of time. Ну реально сделать это, полчаса. I have a little outline that I did ages, just that outlines how to go over quickly the first step with a newcomer. I can send it's real quick. You can translate it and get it out there. Okay, shoot it off to me. Okay, okay. Есть, я даже составил такой набросок, списочек порядка быстрого, вот, как быстро провести человека по вот, первому шагу, ввести его в курс дела. Do we have any more questions? We scared them. I know, they're thinking. Only Helena is smiling. She knows what's going on. It must be dinner time there. Ребята, у нас вопросы еще есть? Good. Да, вопросы есть еще, и время у нас тоже есть, поэтому я задам следующий вопрос. Go ahead. Давай. Есть вопрос от Кирилла, что сделать с подопечным, который ничего не делает? Guy is asking what to do with a sponsee that isn't doing anything. I say this. Perhaps there's someone else you would rather work with. Я обычно говорю в таких случаях, возможно, есть кто-то, с кем ты бы предпочел работать, нежели со мной. See, most people don't believe this is life and death. They think it's an inconvenience. Большинство людей не верят в то, что это жизнь или смерть. Они считают это, своего рода неудобством. If you understand the symptoms, though, if somebody explains it, buddy, it'll make you sick. The urgency will be there to finish the work. Но если у тебя есть четкое понимание симптомов, у тебя не будет никаких задержек в этом плане. Ты поймешь, что это вопрос жизни и смерти. I don't fire sponsees, but I give them the opportunity to go. But it's just saying, it's not okay that you drag your feet while other people suffer. Let's go. Я не увольняю подопечных, но я им озвучу, даю предложение, может быть, они хотят куда-то в другом направлении двигаться, или же я им говорю, так, давай быстренько, хватит тут шаркать ногами, когда другие все вон бегут. Давай, за дело. Что у нас следующее? Да, здесь вопрос, точнее не вопрос, а напоминание о том, что Крис обещал сказать о том, почему ему не нравится программа 90 дней, 90 групп. Если это возможно, то можно сейчас это сделать. There is a reminder that somebody throw in there that states that you mentioned that you will say why you do not like the idea of 90 meetings in 90 days. And that you will talk about it later, but you never explain why you don't like it. So they're wondering. It sets people up for failure. Это подставляет человека под провал. If you're a young college kid living in your mom's basement, если ты молодой парнишка, который учится в университете и живешь там у своей мамы в подвале. And you don't have a job, и работы нет у тебя. Then go to 90 meetings in 90 days. Ну так иди на 90 собраний 90 дней. Почему нет? But if you're a single mother of 2 kids, ребят, если ты мама, мать, одиночка, и ты мать 2 детей,
sure as the sun's going to come up, one of them's going to get sick sooner or later. Ну, вы же понимаете, вы знаете, как дети. Дети заболеет кто-то или что-то такое. Ну, And you're going to miss a meeting. и ты будешь вынужден пропустить собрание. And then some idiot Ну, и потом найдется идиот, will make you start over. который скажет, ты должен начать снова. It's just, that's the problem in our fellowships, is that we focus on one piece of the circle triangle, the meetings, go to meeting, go to meeting, go. I think we should tell the newcomer, go to as many as you can go to. It's important. Понимаете, проблематичным является вот то, что мы начинаем концентрироваться на одной стороне вот этого треугольника. И начинается вот это вот вечное толдычение. Иди на собрание, иди на собрание, иди на собрание. Я считаю, что самое правильное сказать новичку, ходи на столько собраний, насколько только можешь. Yeah. I watch people just go to meetings, 120 in 90 days and relapse. It's just nowhere in the book does it say going to a meeting will keep you sober. It says, я видел людей, которые за 90 дней сходили на 120 собраний и сорвались. И что? But understand, I love meetings. Just, I go to 2 or 3 a week in my home group, and it's my highlight of my week, getting a chance to watch everybody get well. So, yeah. Пожалуйста, поймите, я обожаю собрания. Я хожу вот сейчас там 2-3 всегда, особенно на свою домашнюю группу. Я безумно рад там быть. Yeah. Y'all try to get that brochure because it talks about that. It talks about sitting in meetings dying. That membership by view of AA. Yeah. Вот в эту брошюрку членство, взгляд на членство в AA. Надо будет посмотреть, как они на русский это перевели. Any more questions? I must have been good. I answered all the questions. You're awesome. You're awesome. That's very good. But you always are. At least in my books, I don't know if it matters. Ну что? Мы можем задать следующий вопрос? Да, конечно. One more. Да, Галина спрашивает, как понять, растешь ли ты духовно? A young lady is asking, how do you know that you are growing spiritually? When you stop fighting everybody in your life, and that there's moments of absolute contentment, some real happiness, I think you're there. Когда ты вдруг перестаешь воевать со всеми вокруг, и к тебе приходят вот эти вот моменты успокоения, спокойствия. Yeah. Ты пришел туда. But I don't live off a spiritual experience I had 33 years ago. Но я не живу на том опыте духовном, который я получил 33 года назад. I have a current experience with God. У меня мой опыт моих взаимоотношений с Богом, он вот здесь и сейчас, он современный, можно сказать. Wednesday night, leaving the meeting, I'm in a hurry to get home. В среду вечером я возвращался с собрания, я торопился ехать домой. I'm turning out the lights, and I notice in the little patio, there's a little guy sitting by himself. И я вот уже выключаю свет в комнате, и вдруг я вижу на балконе там сидит парнишка какой-то. Somebody was supposed to pick him up, but didn't. Кто-то должен был его забрать, но так получилось, что его не забрали. And I don't want to talk to him anymore because then he's going to ask me to take him home. Если честно, я не очень хочу с ним разговаривать, потому что я полагаю, что он попросит меня, чтобы я отвез его домой. Did I mention I'm very busy?
Разве я вам не сказал, что я вообще очень занятой человек? Yeah. Yeah. And I stopped at my car and turned around and walked back up to the table. Я остановился, я дошел до своей машины, остановился, развернулся и пошел обратно. Just, hey, what's up? Здорово. And sure enough, and I said, come on, let's go. И таки да, вот оно было вот так. Я говорю, хорошо, все, поехали. And I had to go way out of my way to take this little knucklehead home. Мне пришлось повезти этого долбика совсем не рядом с моим домом, если честно. And driving back into my parking lot at home, I was as happy and contented as I can be because I knew that I did what I was supposed to do. It wasn't a coincidence that I was there when that kid needed some help. И я должен вам сказать, что когда я возвращался на парковку возле своего дома, я был просто счастлив, потому что знал, реально знал, что я сделал то, что нужно было сделать. Sometimes God doesn't show up as rainbows and butterflies. Sometimes it's just a smile on a little kid's face. Ребят, Бог не всегда появляется там в цветочках и бабочках и радугах. Иногда это просто улыбка на чем-то лице, например, на детском. It's heaven. Thank you. Вот таким является рай. Можно дальше, да? Да. Следующий вопрос от Лилии из Санкт-Петербурга. Она спрашивает, как работать с атеистами. Lily, a young lady from St. Petersburg, is asking, how do you work with atheists? Not well. Не очень хорошо. My deal is this. I love atheists. I don't have a problem. My deal is this. If they will do the work, they will have an experience with something. I've never seen it fail. На самом деле я обожаю атеистов, но, знаете, давайте так, ты давай работу вот сделай, которая предлагается, и у них обязательно будет вот этот вот духовный опыт, вот эта связь с чем-то. Yeah. Second step proposition talks about, are you willing to believe there's something out there bigger than you? And even the staunchest atheist will sometimes say, well, I don't know, probably. Let's go. Смотрите, ведь в предложении второго шага нам говорится о том, что ты можешь хотя бы предположить, что есть нечто, что больше тебя. Даже абсолютный атеист вряд ли скажет, нет, не могу. Ну и вот этого вполне достаточно, давай, двигаемся. One of the coolest things about Alcoholics Anonymous is that Bill Wilson didn't get in the middle of this telling you what you had to believe. Thank God that we didn't do that. Одна из шикарнейших вещей относительно анонимных алкоголиков, что Билл Уилсон никогда никому не тыкал, во что и кто должен верить. И это здорово. Следующий вопрос. Да, Вика спрашивает, какие слова нужно сказать подспонсорному при первой встрече. Victoria is asking, what should you say to future sponsee when you very first meet her, I guess? What would be your first words? Howdy. Привет. I ask them if they got a big book. Я спрашиваю, если у них есть большая книга. And then ask them if they're willing to maybe get through that work and look at some stuff. Предлагаю им поработать и посмотреть на кое-что, на что придется так или иначе смотреть в любом случае. I go over first step in the first meeting. I don't say, I'll meet you next week. I don't do that because the clock's ticking. Again, the window's closing. Я продвигаю человека вот на первой же встрече. Мы проходим по первому шагу, потому что часы тикают. Следующий вопрос. Да. И Виктория спрашивает, можно ли потерять духовное пробуждение? Also, Victoria is asking, is it possible to lose your spiritual experience? Yes. Да.
Yeah. Bill Wilson talks about living life a day at a time. Билл Уилсон говорит о том, что вы должны жить свою жизнь вот только сегодня. I can't live off that experience I had 33 years ago or 6 months. I got to have a daily connection, reconnect. That's why prayer and meditation is so important. That's why, 33 years later, I still sponsor a slew of guys, and I stay just as active as I watch a lot of people lose it. And, again, in this coronavirus, I watched a lot of people that left the meetings because of the virus here in the States. And we lost a lot of double-digit sobriety. People had long-term sobriety and lost it. They couldn't go to meetings, and they wouldn't go on Zooms because you can't, yeah. Да, это возможно. Я не могу жить, Билл Уилсон неспроста сказал вот эти слова, я не могу жить на том опыте, который был у меня 33 года назад, 6 месяцев назад. Мой опыт вот этого осознанного контакта с Богом должен быть ежедневным. И в связи с этим, кстати, вот особенно в последнее время, в связи с пандемией, к сожалению, многие люди потеряли это, и я был свидетелем этого. У нас люди, у которых трезвость двузначно потеряли, потому что они перестали ходить на собрания, понимаете, они перестали там молиться, они перестали делать это, то, все, пятое, десятое. И это часто случается, особенно вот в нынешней ситуации. Им не нравилось, например, ходить на Zoom, да? Живых собраний не было. Они как-то отстранились, отодвинулись от всего этого. Это привело к плачевным результатам. Следующий вопрос. Да, сейчас следующий вопрос от Екатерины. Я думаю, это последний вопрос. Okay, the last question. Новичок обращается с запросом. Мой спонсор говорит мне делать то, чего нет в большой книге. Ходить 90 на 90, молиться по 40 минут конкретными молитвами, созваниваться ровно в 16:00. Я так не могу. Мне уйти от этого спонсора. Что делать? Брать подспонсорного или говорить ему, что Бог дал такого спонсора, и рекомендовать возвращаться обратно и не воротить нос? Whoa. Okay. We have a young lady who's asking the following. She has a sponsor that demands of her 90 meetings in 90 days, 40 minutes of prayer, specific prayers every day. Что там еще было, кроме молитв? Еще что-то, напомню. Вот. And, там кроме молитв что-то было. Молитвы, хождение на собрание, 90 собраний в 90 дней и еще что-то. Да, брать другого подспонсорного. And take another sponsee, etc. It's way too rigid, can't handle it, but should I go ahead and leave that sponsor and find myself a different one, or should I just, kind of bite the bullet and continue doing what I'm told, because she tells me to do things that aren't in the big book? Yeah. And I'm sure her heart's in the right place, and I would never tell her to leave that sponsor. I'm sure her heart's. I just think the simplest way to do this is outlined in the big book. And there's nothing in there that's rigid about you have to do this. It's just, I have some things I ask my guys to do, but it's a request, not a demand. Понимаете, я ни в коем случае не говорю ей, чтобы она уходила от своего спонсора, и, возможно, она даже любит своего спонсора. Дело ведь в том, что самые простые и основные инструкции, они в большой книге. Да? Может ли так быть, что кто-то отклоняется куда-то? Наверное, может быть. Я не считаю, что что-либо в большой книге является абсолютным требованием вот так и только так. Что, видимо, следует поговорить об этом. Should you talk to your sponsor about that, Chris? Yeah. If you can't talk to your sponsor about stuff you're concerned about, you need another sponsor. Вот. I don't own my sponsees. They're friends. Вот здесь надо понимать, что о подобного рода вещах следует разговаривать со своим спонсором,
Потому что если ты не можешь поговорить со своим спонсором, вот открыто и честно, то реально тебе, вот в этом случае тебе следует поменять спонсора. Я для своих подопечных друг в первую очередь. There it is. The end result is, am I happy? Am I feeling some power in my life? If I'm not, then I need to look at that, because this program is about power. Это программа об обретении силы. Если я чувствую себя нехорошо, если я недоволен тем, что происходит, теми результатами, которые я получаю, мне серьезно следует взглянуть на ситуацию. В противном случае все нормально. Спасибо, Крис. Спасибо большое. Друзья, я прошу прощения у всех, чьи вопросы я не зачитал, а сейчас наше собрание подошло к концу. Спасибо, что предоставили мне возможность провести эту встречу. Если кого-то обидел, прошу вас прощения. Хочу напомнить вам, что мнение, высказанное на собрании, это личное мнение и опыт каждого, а не мнение AA в целом. Друзья, объявление 7-й традиции. Когда же мы выказываем щедрость, опуская деньги в шляпу, это служит признаком нашей благодарности за проявленное к нам милосердие и свидетельством острого желания поделиться тем, что мы обрели со все еще страдающими алкоголиками. Билл Уилсон. Ссылка на 7-ю традицию выложена в чате. Закончим наше собрание декларацией ответственности AA. Если кто-либо где-либо в беде будет страдать от алкоголизма или зависимости, я хочу, чтобы рука помощи протянулась к этому человеку. Спасибо. Давайте помолимся все вместе, каждый про себя. Боже, дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Аминь. Всем спасибо. Chris, thank you very, very much, man. I'll give you a call. Please. Try to catch up with you. I'll try to catch up with you a little later. I want to chat with you. You did such a good job. Thank you so much for being here, Gregory. Appreciate it. I love you, man. It's great to see you. Okay. I was talking, I saw Gary just recently. As a matter of fact, I'll see him again on Tuesday. So Tell him I love him. I'll tell him what a great job you've done. Please. Hey, otherwise, you know, it's a shit show. Okay. Love you. You take care of yourself, and thank you. Thank you very much. Okay, guys. Have a great day, man. Time for work. I love y'all. God bless you. Люблю всех вас. Yeah. God bless you. Огромное всем спасибо, друзья. Готовим следующий блок благодарности. Напоминаю, все, кто записан в следующий блок благодарности, пожалуйста, переименовывайте себя, пишите благодарности и имя и город, ваше имя и город, чтобы мы могли легко найти вас. Спасибо.